Итак, отгремела церемония The Game Awards 2022, которая для игровой индустрии стала аналогом Оскара. Хотя Юсуф Фарес от такого сравнения наверняка не пришел бы в восторг. Fuck the Oscars, you know? Fuck the Oscars! Fuck you! I'll tell you! I'm just like... И на церемонии были как крутые анонсы и награждения, так и парочка весьма забавных моментов, которые надолго войдут в историю. Hey, Matan! You know, real quick, I want to thank everybody and say that I think I want to nominate this award to my Reformed Orthodox Rabbi Bill Clinton. Thank you, everybody. В Твиттер уже разгорелся скандал по поводу того, что фанаты некоторых игр до сих пор негодуют из-за того, что их любимые тайтлы так и не получили никаких наград. Хотя лично я предвидел большинство победителей. Предвидел, что God of War Ragnarok, обзор на который уже есть на канале, будет доминировать и возьмет наибольшее количество наград. Количество, которое по итогу даже оказалось рекордным. Но именно игрой года станет новый проект Миядзаки Elden Ring. Потому что вспомните релиз игры. Помимо того, что проект смог порадовать свою фан-базу, он еще и привлек новую аудиторию и оставался на слуху довольно продолжительное время. Что же касается наград по типу лучшей видеоигровой адаптации, то для меня тут также все было весьма логично. В конце прошлого года и уже в этом вышло много качественных игровых адаптаций. Тут тебе и Cyberpunk Edge Runners, который дал второе дыхание Cyberpunk 2077 и был очень тепло встречен публикой, и Sonic 2, который продолжил идеи, заложенные в оригинальной картине. Но никто не был так достоин этой награды, как Arcane. Этот мультсериал был приятной неожиданностью для многих. Если вы его не видели, то я настоятельно рекомендую посмотреть. Знание лора League of Legends не требуется. Но вот что меня удивило и порадовало, так это анонсы, и вот как раз их я хотел с вами обсудить. Поговорим о тех, что мне показались интересными. Усаживайтесь поудобнее, берите вкусняшки и погнали. Одним из первых анонсов стал новый проект автора Bioshock System Shock 2 под названием Judas. Скажу правду, я не играл в Bioshock, но очень много слышал про данную франшизу. И в целом мне нравятся Immersive Sim. Серия Deus Ex является одной из моих самых любимых, ведь вариантов для прохождения того или иного уровня там множество. Если хочешь, то можешь пробраться по стелсу, можешь с оружием наперевес стрелять их всех, а можешь и просто договориться с каким-нибудь охранником, чтобы он тебя впустил. В играх подобного типа у тебя всегда есть много опций для деятельности. И я очень надеюсь, что в Judas, помимо интересного и захватывающего сюжета, будет и такой же проработанный геймплей. Жаль лишь то, что мы без понятия, когда он выходит. Как вы наверняка знаете, я большой фанат RPG игр. Это, наверное, мой любимый жанр. Поэтому за Baldur's Gate 3 я уже довольно давно наблюдал. Да, игра вышла в ранний доступ еще 6 октября 2020 года, но мне не хотелось портить себе экспириенс неоконченным продуктом. Причем с каждой обновой у игроков обнуляется прогресс, так что это однозначно не прикольно. Но вот Larian сообщили, что уже в августе 2023 года игра полноценно выйдет. Порой тебе очень хочется поиграть в проработанную RPG, создать себе персонажа и начать изучать этот опасный, но прекрасный мир. В общем, ждем релиз, где я обязательно чекну новое творение Larian Studios и возможно даже сделаю обзор. Современные годные игры по Звездным войнам можно пересчитать по пальцам одной руки. Из-за этого 2019 год стал очень важным для комьюнити, ведь именно в нем Respawn Entertainment, авторы Titanfall и Apex Legends, выпустили Павший Орден, который по итогу оказался крутым проектом. И вот, наконец-то нам показали геймплейный трейлер сиквела, который выглядит классно. Сразу видно, что в игре появятся новые геймплейные фишки, и в целом проект стал более масштабным. В оригинале я ругал головоломки, которые были абсолютно неинтересны, паркур, который вел себя порой странно, и локации, которые хоть и были красивыми, но очень запутанными. Поэтому если в сиквеле Respawn это исправили, улучшили и без того хорошую боевую систему и написали интригующий сюжет, то у нас вполне может быть претендент на игру года 2023. Посмотрим, что выйдет в итоге. Ситуация с играми по вселенной DC аналогична вселенной Звездных войн. С последней крутой игры прошло уже 7 лет, а то, что мы получили недавно, нельзя назвать прям качественным продуктом. И тут мы вспоминаем, что Rocksteady, авторы трилогии Arkham,
разрабатывают новый проект в так называемом Arkham-версии. И знаете, предыдущие трейлеры Suicide Squad Kill the Justice League были вполне захватывающими и драйвовыми, но ничто не могло подготовить меня к тому, что появилось в свежем ролике. Если раньше мы сами были в шкуре Бэтмена и вызывали страх у противников одним своим присутствием, то теперь он против нас, и это очень редкое явление в медиасфере. Правда, еще стоит отметить, что повышаются ставки. Отряд самоубийц стал последним проектом легендарного Кевина Коннора, который озвучивал Темного рыцаря на протяжении 30 лет, но, к сожалению, скончался в прошлом месяце от рака. Поэтому будет очень печально, если его последняя работа окажется в провальном проекте. Но Rocksteady нас пока не подводили, и я не думаю, что сделают это сейчас. Ох, Киберпанк. Эту игру я определенно люблю, несмотря на все ее проблемы. Она подарила нам множество запоминающихся персонажей, поистине классную историю и моменты, которые мы надолго запомним. За 2 года Cyberpunk 2077 изменился в лучшую сторону, но вот сюжетное дополнение было анонсировано буквально недавно. Я его определенно жду, так как мне, как и многим неравнодушным, хотелось вернуться в Night City, и если это DLC будет на уровне дополнений для Ведьмака 3, то это будет невероятный снос башки. Особенно меня удивило то, что одного из ключевых героев с DLC сыграет Идрис Эльба. Это очень харизматичный мужик, который составит прекрасную компанию Киану Ривзу. С нетерпением ждем 2023 год и надеемся, что Phantom Liberty окажется на высшем уровне. Пока Overkill Software делают Payday 3, то InGame Studios решили заполнить пробел своей игрой, которая явно берет вдохновение у известной серии. И знаете, это даже хорошо, ведь таких проектов на рынке крайне мало. И всегда классно собрать компанию друзей и вместе провернуть что-то подобное. Но вот только в Crime Boss главными героями будут множество известных актеров боевиков 90-х. Это однозначно придает шарма проекту, и я буду с интересом наблюдать за его развитием. Быть может, когда он выйдет, то соберу отряд и мы начнем серию дерзких ограблений. Focus Entertainment меня в последнее время радует. Этим летом я прошел Gridfall, который был достойный RPG старой школы, а недавно их команды выпустили сиквел Plague Tale, получивший по итогу множество положительных оценок, и Evil West, который я также прошел и остался на 100% доволен. Поэтому, когда они анонсировали свой новый проект под названием Banishers Ghost of New Eden от авторов Life is Strange и Remember Me, то я определенно был заинтересован. Не то чтобы я большой любитель истории про охотников на призраков, но мне интересно посмотреть на конечный результат. Кстати, забавный факт. Главный герой мне очень напомнил Артура Моргана из Red Dead Redemption 2. А учитывая, что события происходят примерно в один и тот же временной промежуток, то можно представить, что Артур подстроил свою смерть и заделался в охотники. А ведь если так подумать, то у фанатов трансформеров дела обстоят еще хуже, чем у фанатов Звездных войн и DC. Если у DC это промежуток в 7 лет, то тут прошло аж 10 лет. Но вот теперь, как искра, загорелась надежда. Хоть по Transformers Reactivate пока критически мало информации, но он уже выглядит амбициозно. Это будет онлайн-экшен на 4 игрока, где нас, скорее всего, будет ждать уникальный класс трансформеров, прокачка, масса умений, различных заданий, игровой процесс на уничтоженной земле, захваченный другими роботами. Опять же, я оказался заинтересован, и когда игра полноценно выйдет, то обязательно знакомлюсь поподробнее. В целом, церемония этого года мне понравилась больше прошлого. Конечно, я немного расстроен, что мы не получили никаких новостей по Dragon Age Dreadwolf или же Assassin's Creed Mirage, но и без этого мероприятие было интересно. В этом месяце я хочу еще выпустить ролик, где я поговорю о тех играх, что я прошел в этом году, но на которые не сделал обзор. Ну а если вам понравилось данное видео, то не забывайте ставить лайки и подписываться. Всем удачи и до новых встреч!